Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Каждому человеку необходима еда. Благодаря пище человек получает энергию, а также силы. В мире существует огромное количество примет, связанных с продуктами питания. Конечно, каждый человек сам решает для себя, верить или нет этим приметам, но ничего не случается просто так и без причины. Друзья, если понравилось, то поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь, а также переходите в наш телеграм-канал. Так вы не пропустите новые выпуски. На столе нельзя оставлять недоеденную пищу. Эта примета означает, что человек может испытывать нужду. Хлеб ни в коем случае нельзя выкидывать. Следует помнить, если выбросите хлеб, то это может привести к нужде и несчастью. Недоеденный хлеб отдайте собаке или птицам, либо сделайте сухари. Хлебные крошки нельзя сметать со стола рукой. Это может привести к нужде и нищете. Если доедать хлеб за другим человеком, особенно за ребенком, то можно лишить его здоровья и благополучия. Нельзя при нарезке хлеба оставлять нож внутри мякиша. Это приведет к ссорам в семье. Если при выпечке хлеба он треснул и образовалась трещина посередине, это означает к скорому путешествию, поездке в отпуск или командировке кого-то из близких. Если рассыпал сахар, то человека ожидает удача или веселое времяпрепровождение в кругу близких и друзей. Не рекомендуется есть с ножа, иначе будешь злым и агрессивным. Когда вы готовите кашу, обращайте внимание на то, с какой стороны она убежала. Если потек появился ближе к себе, ожидайте финансовых трудностей. Если на обратной стороне, то ждите финансовых поступлений, премии или наследства. Если вы переехали в новый дом, то для того, чтобы ваши ожидания оправдались и жизнь в новом доме была счастливой, то необходимо позаботиться об этом. Уезжая из старой квартиры, вам надо, стоя на пороге лицом к квартире, поклониться земным поклоном и сказать: «Домовой хозяин, иди со мной в терем новый, на жительство. При входе в новое жилище возьмите буханку ржаного хлеба и солонку с солью и обойдите все углы и комнаты в доме, приговаривая: домовой хозяин, ешь, угощайся, в новом дому обживайся». После этого хлеб, соль оставьте на столе на ночь. Если в новом доме жизнь не заладилась, вам придется съездить на место старого жилья и повторить ритуал приглашения домового. Если сосед попросил у вас хлеб, нельзя отказывать, даже если у вас его почти не осталось, иначе к бедности и нужде. Если вы нашли в еде, которую приготовили собственноручно, длинные волосы, столкнетесь с ухудшением материального положения. Если короткий волосок, необходимо экономить, ждут финансовые трудности. Посуда, заполненная пищей, после захода солнца обязательно должна накрываться крышкой, иначе черт в нее плюнет. Если в печи или духовке не получается выпечка, это к разлуке с кем-то из членов семьи. По старым народным приметам хлеб нельзя резать, нужно только отламывать. Не зря кусок хлеба называли ломоть. Если вы все же нарезаете хлеб ножом, лучше делать это к себе, а не от себя. Одалживать соль нельзя, потому что заемщик может забрать у вас удачу и наслать несчастье. Если вы все же одолжили соль, не вздумайте забирать долг. Скажите одолжившему, что эту соль вы ему подарили. В каждом доме должен быть запас соли. В этом случае в семье будет изобилие. Если вы случайно вместо сахара положили в еду или напиток соли наоборот, радуйтесь и ждите хороших перемен в жизни. Яблоко со стола упало. К свиданию с возлюбленным. Домашние заготовки на зиму следует делать на убывающую луну, иначе есть риск, что заготовки могут быстро испортиться, а также между членами семьи начнется брожение и испортятся отношения. Молоко очень чутко реагирует на присутствие отрицательной энергии, и если оно у вас скисает, то вполне возможно, что в кухне переизбыток негативной энергии. Вероятно, что в кухню имеет доступ человек, который не желает вам добра. Очень хорошо, если на кухне есть источник энергии, например, растения и фрукты, а также благоприятно выращивание зелени на подоконнике, которую вы потом употребите в пищу. Приметы утверждают, что пролитое мимо хмельное может накликать беду на личном фронте. Пролить спиртное на сидящего рядом человека, то взаимоотношения с ним в дальнейшем не заладятся. Если налить алкоголь через руку знакомым,
есть риск перенять их проблемы. Кто выпьет напиток, налитый через руку, может начать испытать недомогание и заболеть. Но если это произошло, надо капнуть немного из бутылки на землю. При этом нужно произносить добрые пожелания самому себе или другому человеку. Скорлупу от яиц нужно как можно скорее убирать со стола. Это мертвая оболочка, которая отнимает у живых энергию. Если еда упала на пол во время пережевывания, ожидайте болезни. Возможно, боль возникнет в районе зуба. Непрошенным гостям не предлагали соль за столом. Так показывали, что этот гость нежеланный. Если человек подавился во время разговора, значит он лжет. Если поперхнулись во время еды, пережевывая пищу, думая о своих желаниях и мечтах, не стоит надеяться на их реализацию. Оцените реально ситуацию и не стройте воздушных замков. Если подавились слюной во время разговора с противоположным полом, ожидайте взаимной вспышки чувств. Если подавился воздухом во время еды, то остерегайтесь своего окружения и старайтесь меньше говорить. О вас распространяют слухи ваши знакомые или друзья. Если во время еды вы прикусили левую щеку, ожидайте поцелуев, встреч с любимым человеком. Если прикусили во время пережевывания пищи нижнюю губу, то, возможно, вы сами станете виновником провала собственных планов из-за нерешительности и страха. Если прикусили верхнюю губу во время визита гостей, ждите плохих новостей. Если упала тарелка со вторым блюдом, то ожидайте возможных ссор со своими родными и близкими. Если тарелка упала во время подготовки к празднику, в канун Рождества или Нового года, то ждите наступления черной полосы. Лавровый лист в еде сулит новости, известия. Если нашли лавровый лист в пище до того, как стали ее есть, ждите приятных новостей. Если лавровый лист находился в середине пищи, то новость будет нейтральной. Если нашли пряность на дне тарелки, ждите неприятных новостей. Если в процессе приема пищи вы не заметили лавровый лист и случайно он попал вам в рот, ожидайте ухудшения материального положения. Нельзя есть в темноте и украдкой, иначе дети ворами станут. Не рекомендуется принимать пищу во время обучения, заучивания чего-либо. Заешь выученное. За кем допиваешь, того грехи принимаешь. Следуя этим приметам, вы сможете привлечь в дом удачу и навсегда избавиться от неприятностей. Будьте счастливы и поделитесь этими приметами с друзьями. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Я желаю и принимаю изобильную и счастливую жизнь. Да будет так.